Добрый день, друзья! У нас небольшие копательные работы. У нас дом есть, а опорной стены нет. Ну и приходится это дело как-то исправлять. Вот. И в процессе этих копательных я как чуял, что мы найдем небольшие артефакты. И вот я такое лайв-видео решил снять с рук. Вот, что мы нашли. Ну, это мелочи, но есть как минимум два предмета точно любопытных. Первое, это игрушечный, железный, или как он там, я не знаю. Надо будет понять, что это за, или бронзовый он, или, скорее всего, бронзовый танчик, игрушка. То он даже не двигается. Залип, я знаю, есть профессиональные люди, делают, вот, чинят всякие машинки, и я понятия не имею, как его чинить. Ну, имеется в виду, как его привести в порядок. Так что это будет такой развлекательный эксперимент, опять же. Как его почистить, чем его почистить, как его состарить. Ну, чтобы он прям красиво, симпатично выглядел. Потому что люди там, они прям профессионально. На ютубе есть профессиональные реставраторы вот таких вот игрушек, всевозможных железных, старых. И, ну, они, конечно, творят чудеса. Я такое не умею. И у меня тем более нету пескостроя, как они там все делают, классно. Ну, я попробую что-то с ним сделать. По крайней мере, полностью его в рабочее, чтобы у него здесь все двигалось, и все крутилось, ничего не крутится, все забито. Ну, видно его состояние. Состояние его видно. Вот, это будет такой полностью развлекательный контент. Я даже не могу сказать, что это реставрация, но так как я учусь еще и правильно вести YouTube, это все вот эти вот, почему называется реставрация или как-то еще, это категории. Это категории, куда ты вот в плейлисты и категория твоего контента. То есть тех материалов, которые вот ты людям двигается. Людям отправляешь. Это для того, чтобы YouTube лучше распознавал. Поэтому я думаю, я все равно это назову в описании название реставрации. Но это будет как бы, не знаю, чистка. Потому что я даже пока не понимаю, что здесь. Ну вот оно. Вроде как крутится. Ну, прикольная вещь. Я слышал, что оно, кстати, достаточно высоко среди фанатов вот этих советских танчиков ценится. Не знаю, сколько стоит, надо будет поглядеть. Да, когда-то у нас их была куча, и мы благополучно их всех спустили, потому что понятия не имели, что это такое. Ну, это было лет там 10 назад, 15. Такой вот я откопал. Любопытно. Дальше. Не любопытно. Просто новая, скорее всего, клетка. Или как она называется? Ну, это не комфортка, это вот как бы клетка, решетка. Решетка, скорее всего, такая. Как она там точнее называется, не столь важно. Полностью новая, ну, не знаю, почищу, хай лежит. Может, какую-нибудь печку себе сделаю для каких-то поделок вот будет. Или какая-то самоделка для каких-то грязных, может быть, работ на улице. Или какой-нибудь для уюта что-то сделаю. Пусть будет она полностью новая, чугунка. А вот эта вот вещь очень любопытная. А когда я был маленький, есть такая забавная история. Когда я был очень маленький, мне было лет, ну, не знаю, 5-7. А мне говорили, что это дихлофос. То есть, видимо, мне дед говорил, не трогай, это дихлофос. Я так понимаю, что меня просто пугали. Просто меня пугали, чтобы я не трогал. Так вот, я сомневаюсь, что это дихлофос. Это, насколько я понял, шприц-масленка для, получается, густых твердых смазок. Солидол, литол. Вот эта вот вещь уже любопытная. То есть, вот состояние точно так же из земли. Вот оно, точно так же из земли все. Состояние жесть, я понятия не имею, получится или нет. Вот это тоже я ничего подобного никогда не делал. Тоже есть люди, которые занимаются этим профессионально. Ну просто с топориками я имел очень много. С разными. И все-таки рука набита, да. А вот это, ну тоже будет интересный проект. Да, это шприц-масленка советская. Для литола, солидола, каких-либо еще густых смазок. Вот это будет интересно. И состояние, ну, любопытно, получится или нет. Состояние жестяк. Ну, поглядим. Ну, и тоже не очень интересно. Это пожарный багор, так понимаю. Да. Пожарный багор. Понятно, что у него состояние тоже жесть. Ну, может быть, я его тоже как развлекательный контент, небольшой. Просто вот расслабиться. Сделаю какой-то контентик, почищу его, подзаточу. Может быть, как-то, не знаю, подковку его немножко отобью. Вот такой, как будто кованый. И продам благородному пирату.
или подарю пожарный багор. У него точно так же состояние, как бы, такое себе. Вот, но тоже будет развлекательный контент. Такие вот, как я сказал, артефакты небольшие мы откопали. И я думаю, еще что-нибудь любопытное. Это вот просто дома, то есть я не ходил нигде с металлоискателем. И может быть еще что-нибудь любопытное выкопаю. И будет интересный, опять же, материал для вас. Всего спасибо, будем делать.